Как быстро приезжает скорая помощь к пациенту здесь? У нас это в районе получаса точно должна приехать. Если, конечно, это не место, где надо, вот как я говорила, такие удаленные пункты, там вызывают вертолеты. Там есть радио, и они вызывают вертолетную помощь. Окей. Если вертолет прилетает, это бесплатно он прилетит? Всем привет! Мы встретились с врачом-гинекологом Ольгой. Сегодня она расскажет, как медицина работает в Коста-Рике. Как вы вообще оказались в Коста-Рике? Ну, у всех своя история, у меня она тоже есть. Так получилось, что я работала в своем родном городе, я из Мордовии, в Саранске, врач первой категории, акушер-гинеколог. Работала я в оперативной гинекологии, оперировала каждый день. И, вообще, наверное, я амбициозный человек. И как-то получилось так, что вот эти вот 90-е годы закончились, практически в конце 90-х захотелось изменить жизнь. Хотелось какого-то карьерного роста в том числе. И так сложились обстоятельства, что я поговорила с человеком, который здесь живет, и брат которого работал в госпитале в костариканском, тоже акушер-гинеколог, который меня почему-то уверила, я ему так поверила, что здесь, есть сложности признания диплома, но, в принципе, можно устроиться, хорошо зарабатывать и так далее. Вот. И я приехала сюда, и в конечном итоге осталась. А пришлось переучиваться здесь? Переучиваться не пришлось, мне пришлось признавать мой диплом. Вначале диплом общей медицины, затем по специальности диплом признавать. Это стоило, то есть это длилось долго. Наши этапы, они очень такие типичные признания, но тонкость такая в признании медицинской специальности, что в конечный пункт это коллегия врачей, который должен дать себе лицензию на работу. И плюс после всех признаний диплома, конечная точка это. И вот у меня получилось так, что было правление вот этого коллегии врачей ксенофобское абсолютно. И были панамцы, кубинцы, никарагуанцы, вот я русская была, когда, в общем, они были против всех иностранцев. Это какой год был? Это год был, прилетела сюда в 2000 году, то есть я здесь живу уже 24 года. Это где-то были 2002, 2001, 2002 и так далее. В конечном итоге сменилось правление вот этого коллегии врачей, не без нашей помощи, в чем мне очень помог сейчасшний мой супруг Сергей Крутько. И в конечном итоге, конечно, мне все признали, и получив признание специальности своей, и наслышав столько рассказов моего супруга о том, что Таламанка, здесь такой есть провинция Лимон, и такой район называется Таламанка, который включает в себя индейскую резервацию, я поехала туда работать. В Леон? В Таламанку. И я работаю в государственной структуре, это клиника Хонг-Крик. Я акушер-гинеколог единственная там. И, в общем-то, на самом деле, да, я принимаю индейцев, кабекар, брибри, и, соответственно, костариканцев и других иностранцев, которые живут на побережье. У нас очень красивые пляжи лимонные, Кауита, Пуэрто-Вьехо, Мансаничо. Там есть многочисленные итальянские диаспоры, и немцы есть, и, в общем, разные иностранцы, в том числе и русские. Вы когда сюда приехали, уже знали испанский язык? Нет, вообще никак. Я испанский не знала, я говорила по-английски. Но я сразу по совету людей, которым я вначале рассказывала, которые мне рассказывали о Коста-Рике, я у них жила где-то около 6-7 месяцев вместе с ними в их доме. А они мне посоветовали курсы УСЭРИ, здесь Государственный университет испанского языка. Курсы были краткие, месячные, с 8 утра до часу дня, только испанский язык сразу.
То есть преподаватели только на испанском языке. То, что не могли показать, они не могли показать вот мимикой, жестами, они тихо проговаривали на английском языке. А так все остальное было на испанском языке сразу. И после месяца я могла объясниться, сказать там, как меня зовут, откуда я приехала, как мне пройти туда. То есть я, в принципе, и даже отвечала на телефонные звонки. То есть после вашего приезда в Коста-Рику вы уже... Через месяц я уже могла общаться. А работать как начали? Работать практически, вот прошел этот месяц, то есть я испанский немножечко стала понимать и говорить. И курсы сняли вот эту боязнь нашу русскую, когда вот я боюсь сказать неправильно. Боюсь сказать неправильно, меня не поймут, да, вот такой вот, мне кажется, у нас, не знаю, как сейчас, но у меня такой вот был момент. А вот курсы сняли это, ну да, скажу неправильно, ну и что, меня могут поправить, и в конечном итоге меня поймут, да. И сейчас мы находимся в нашем центре медицинском «Назарет». Этот центр медицинский уже тогда существовал, по-моему, несколько месяцев ему было от роду. И я начала работать в этом медицинском центре. Первые пациенты у меня были русские пациенты. Ну и в конечном итоге потом, и сейчас в том числе, у меня большинство костариканских пациентов. А потребовалось разрешение на работу? То есть как вы легализовались в плане документов? В плане документов вид на жительство я получила через год. Это очень быстро. Хотя тогда мне казалось, это так все медленно длится. Русские как-то мы более стремительные, более быстрые, хотим все сразу. Мне так и говорили, вы хотите все и сразу. Да, я хочу все и сразу. Не вижу ничего в этом плохого. Через год я получила вид на жительство без всяких ограничений. Вот. А в клинике, в медицинском центре, вот почему пациенты были первые русские, потому что у меня не было признания здесь официального, поэтому костариканцев принимать не могла, ну а русский диплом у меня был же, да, то я принимала. То есть запрета такого нет, если ты русских принимаешь, то это нормально, или как? Ну, запрет, конечно, в легальном плане, наверное, я не могла их принимать. Но так как у меня, я повторяю, что я специалист русский, то меня это знали уже меня, да, то русские пациенты меня искали, ко мне приходили. Ну и доверяли вам тоже. И доверяли, конечно, безусловно. Ну и потом в клинике были русские врачи, которые с подтвержденными костариканскими документами. Поэтому, что касается выписки рецептов и так далее, у меня всегда была поддержка. А сейчас вы работаете в государственной клинике? Я, работаю в нашей Caja del Seguro Social, Caja Costarricense del Seguro Social в клинике Хонкрика. И да, я практически свою службу поставила я там. То есть, когда я пришла, там ничего не было, были пустые стены. А вы там как заведующая или как врач? Смотрите, у нас там такого может быть, возможно, если в русском варианте получается, да, заведующая, потому что у меня есть персонал, который под моим началом трудится. Но у меня там оснащение сейчас очень хорошее, у нас там есть зал, где мы принимаем роды, если мы не можем их отправить в госпиталь, по протоколам костариканским роды должны быть в госпитале, госпитальные. Но бывают ситуации, когда не можем отправить, роды принимаем там. У нас есть кровать для принятия родов, она совершенно просто уникальная в своем роде. Там мы можем принимать вертикальные роды, потому что индийские традиции – это вертикальные роды, сидя на корточках. Вот в том числе такая возможность эта кровать предоставляет. Соответственно, инкубаторы для детей, для транспортировки, все это есть. В моем кабинете есть аппарат УЗИ, в общем, совершенно тоже хороший, с вагинальным датчиком, с экраном большим. Есть кольпоскоп, я маленькие операции амбулаторные даже, они не маленькие, они амбулаторные операции по лечению шейки матки провожу себя в кабинете. До меня там все это отправлялось в госпиталь. То есть у вас там как дневной стационар получается? У меня там получается прием, и у нас там есть отделение в клинике эмергенция с неотложной помощи, где, если я сочту нужным, может человек лежать. Я его буду смотреть. Такой вариант тоже есть. И после принятия родов все равно человек с ребенком отправляется в госпиталь, потому что так положено по нашим протоколам. Вы экстренно приняли и отправили? Да, и отправили. Да. Сколько родов в Коста-Рике уже приняли? Ну, не знаю, мы не считали, статистику не ведем, но много. Рожают здесь много, часто. Но могу сказать, что
Те, кого я принимала роды, когда только пришла работать в Таламанку, в 2007 году приехала туда работать, да, сейчас я принимаю у них роды и веду их беременности. То есть тех деток, которых я принимала. Такое поколение. Они уже знают, куда идут. Они знают, к кому идут, да. И очень такие казуистические моменты были. Я приехала работать, я светленькая. Ездила я там везде, во все места, потому что мне интересно было, откуда ко мне приходят пациенты. Потому что называют такое вот местечко там, не знаю, Каци. Где это находится, да? Как это от меня, далеко от моей клиники или нет. То я, значит, во все места, откуда ко мне идут пациенты, и где находится ИБАЙС, то есть это местный пункт первой медицинской помощи, как типа маленькое такое, мини-клиники, скажем, где есть общий врач, где есть медсестра, где есть фармация, то есть есть фармаколог, есть техник фармации, который отпускает лекарства, есть АТАП, тот человек, который приходит, патронаж домашний осуществляет, да. Вот, как правило, есть скорая своя, есть шофер, то есть такой вот маленький пунктик. И вот все эти пункты, которые относятся к моему району, я все их посетила, в том числе я была в Альтутелире, это далеко в горах, нас туда возили несколько раз в командировке на вертолетах, оставляли там по неделе, вот там тоже был амбулаторный прием. То есть во всех местах. Ну так вот, и бывали случаи, когда отвозили нас там, допустим, на скорой до речки, по речке на лодке, там, значит, другая машина, чтобы доехать до этого пункта, и где я прием принимала, а назад какая-то ниточка обрывалась, а связи тоже не везде хорошая связь, да, мобильная. Дозвониться никуда нельзя, жду автобуса на берегу реки, 6 вечера. 6 вечера в тропиках это темно, да, и как-то так немножко неуютно, правда? А на берегу реки, как правило, есть какие-то тоже пункты, где там готовят горячую еду, что-то раздают, и одна там продавщица уже меня приметила давно, и вот говорит: ой, доктора, вот как жалко, что у меня дочка вот сейчас занята. А я говорю: а почему? Ну, вы так на Барби похожи. Хотела у вас волосы потрогать, дочка. А как быстро приезжает скорая помощь к пациенту здесь? Ну, это зависит от местоположения человека. Если это близко, если скорая здесь Крусроха, скорая помощь. Ну, у них все равно пункты подстанции Да, расположены. подстанциям. Ну, вот, например, я говорю про нас там, да, у нас довольно-таки быстро приезжают. У нас это в районе получаса точно должна приехать. Если, конечно, это не место, где надо, вот как я говорила, такие удаленные пункты, там вызывают вертолеты, там есть радио, и они вызывают вертолетную помощь. Окей. Если вертолет прилетает, это бесплатно он прилетит? Для человека, который вызывает, ведь это индейская резервация, да, и поэтому у них очень много привилегий, для него это бесплатно. А если там будет иностранец, то для него будет платно? Если там вдруг окажется иностранец, ну, затрудняюсь сказать, хотя здесь неотложная помощь для иностранцев тоже бесплатна. Несмотря на то, что потом выпишут квитанцию к оплате, да, но если это на самом деле неотложная помощь, она оказывается бесплатно. Но если квитанцию в конце выписывают иностранцу, а у него денег нет, никаких... Да, но говорят, что когда вы в следующий раз придете, вы обязаны нам это все покрыть, иначе мы вас не примем. Говорится так. Хотя в действии очень многие пользуются этим и потом не платят. Такие тоже я знаю случаи. Они какой-то черный список ведут, нет? Ну, это отражается. У нас сейчас электронная история болезни, и когда ее открываешь, там, конечно, есть специальный пункт, и написано, какие квоты, что и чего, то есть можно посмотреть. Ну, тут если иностранец, он прилетел и улетел, он как бы не особо заинтересован. Да. Если ты вот здесь проживаешь... Конечно, тогда уже, да, могут потом это все поднять, и, конечно, надо будет заплатить. И это будет единая база, она по всем поликлиникам уйдет? Она единая база по всем госпиталям, поликлиникам, это очень удобно, потому что вот сейчас я только что приехала из России, не далее как вечером в пятницу, поздно вечером, да, и я что услышала там, что интересно, что в каждой структуре, в каждой больнице своя электронная история болезни. Нет единой базы. Это, конечно, крайне неудобно, у нас она есть. И когда человек приходит, пусть даже, например, он из Сан-Хосе оказался на пляже, приходит ко мне, я открываю всю его историю с Сан-Хосе, я смотрю. Единственное, что у нас эта электронная история болезни, она не очень давно появилась. По-моему, она с 2017 года есть регистры.
А до этого я не могу это открыть. Это физическая история болезни должна быть. Они до сих пор хранятся. У некоторых прям подбатома вот таких толстых. Да. Есть тут такая услуга вообще, вызов врача на дом? Вызов врача на дом. Нет, должна, если это неотложная помощь, приезжает скорая помощь Крус-Рохи и там парамедикус. То есть это не врачи, это люди хорошо тренированные, которые могут оказать неотложную помощь. Но это не врачи. Но узкого специалиста я вызвать не могу. Вот Нет, хочу вы даже записаться к узкому специалисту не сможете сами. Вот вы приходите и скажете, я хочу пойти к гинекологу. Вас не запишут, сначала должен посмотреть общий врач. И если общий врач решит, что да, на самом деле, да, тогда вам дадут направление к узкому специалисту. То есть даже на частной основе я могу вызвать лора? Нет. На частной основе, да. На частной основе вы можете вызвать врача, но тогда вы должны позвонить в клинику и договориться. И это будет стоить несколько дороже, чем прием в кабинете. То есть есть выездные специалисты Есть, в частном конечно, медицине? конечно, есть, конечно. И узкие, и общепрофильные. И узкие, и общепрофильные. Ну, вы так затронули лор-врачей. Лор-врачей здесь очень мало. Я думаю, что лор-врач на дом, я думаю, навряд ли придет. Тем более все оснащение, весь осмотр его, наверное, подразумевает кабинетную все-таки. Оказание кабинетной помощи, да, в кабинете. Ну, то есть нет каких-то мобильных пунктов медицинских, на которых они перемещаются? Нет, но... Там, к примеру, выездная флюорография, выездная маммография, пункты прививочные. Есть, в государственных службах есть такое. Вот нам, например, очень часто оказывает помощь в Таламанке клиника Библика. Это частный госпиталь. У него есть маммограф мобильный. И приезжают к нам, делают маммографию на месте в каком-то конкретном пункте. Но у нас очень много мелких пунктов, откуда вот люди должны будут туда приехать и не делают это. Это есть. Это в основе в частной медицине, не в государственной, такие пункты. Да, я вот что-то почему-то вот государственные я мобильные пункты не знаю. Я знаю, что вот есть мобильные пункты, в частности, вот в клинике Библики. Мы этим пользуемся. Частная скорая помощь здесь сильно развита? Или государственная? Частная скорая достаточно? помощь здесь есть. Она развита, но в частной скорой помощи, вот я не в курсе, если приезжает врач, по-моему, тоже приезжает парамедик. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Какие тяжелые ситуации, по вашему опыту, были при родах здесь? При родах. Ну, при родах. Роды такое дело, что даже когда человек совершенно здоровый, непредсказуемый момент может осложниться, да, чем-то. Ну, может рождаются детки, которые требуют реаниматологических мероприятий, какие-то кровотечения послеродовые. Пожалуй, вот один такой яркий пример могу сказать. Но уже прошло какое-то количество времени, это не только что было. Это было послеродовые, это были домашние роды. Причем женщина скрыла, что, потому что мы потом узнали, что это специально были домашние роды, сейчас же это модно, вот дулас, вот это вот все, да. Что человек, который... Роды в воде. Да, ну это не в воде были, это домашние роды, да. Роды приняли, ребенок родился нормально, плацента не отошла, вызвали скорую. Когда ее привезли, это хорошо был день, то есть это было где-то, скажем, около 3 часов дня. Врачи, общие врачи, которые дежурили вот в нашем отделении неотложной помощи, были на месте.
Что тоже бывают ситуации, когда пациенты, которых можно там зашивать, да, и так далее, то есть врачи заняты. Нет, руки были свободные, была свободная я. Нам позвонили, сказали, что вижу тяжелую женщину, ее привезли без пульса, без давления, совершенно бледную. Плацента там внутри матки. Значит, внутривенные доступы, вот то, что мне, конечно, очень помогло, что 2 врача были свободные, они мне все это, внутривенный доступ, все растворы, то есть занялись ее общим состоянием, которым я не занималась, я занималась только тем, что внутри. Что оказалось? У нее было плотное превращение плаценты, плацента не отошла, ее пытались насильно потянуть, да, и получился неполный выворот матки. Я такое видела при всем своем опыте, первый раз в жизни. Но ничего, я пошла на ручное отделение плаценты. Времени на какую-то анестезию, ничего этого у нас не было, это нам было срочно, потому что женщина в родах кровит. Это когда ты понял, что женщина кровит, уже у нее порядка больше 500 мл кровопотери, да, представьте себе это. Грандиозные сосуды кровят, это просто, надо быстро останавливать. Ручное отделение плаценты, значит, пришлось мне сделать и, соответственно, вправить неполный выворот матки. Мы кровотечение остановили. Мы ее отправили в госпиталь уже в нормальном стабильном состоянии. Она была готова к транспортировке. С ребенком было все хорошо. Потом оказалось, потом женщина стала моей частной пациенткой. Я иногда принимаю там и в Порту-Вьеху есть частная клиника, костриканская частная клиника, довольно-таки неплохая. Они меня зовут, когда есть пациенты частные. Она стала моей частной пациенткой. Оказалось, что у нее такая семейная история, что у бабушки было превращение плаценты, и у мамы, у нее вот эти были первые роды. Она так и никогда не призналась, что она специально их хотела иметь дома, да. Вот. И уже вторые роды она наблюдала с ней по беременности, и уже она пошла в госпиталь, роды были в госпитале, было еще одно плотное прикрепление плаценты там, да, но уже были все готовы, все это уже ждали. Но это не организм такой получается? Не осложнилось. Видимо, какие-то особенности строения матки, возможно. Вот такая вот история. С момента вашего приезда в Коста-Рику в 2000-е годы да. По сегодняшний день, насколько сильно развилась медицина в Коста-Рике? Знаете, вот, например, УЗИ. Раньше не в каждом кабинете и не каждый частный доктор имел этот аппарат. Сейчас это, конечно, большое подспорье для специалистов. Когда я сюда приехала, ультразвук был у специалистов по рентгенологии и ультразвуку, да. А сейчас почти каждый специалист, то есть травматолог, имеет ультразвук у себя в кабинете, посмотреть сразу, да, не отправляет к специалисту по ультразвуку. Хотя есть ситуации, когда, да, хочется и мнение специалиста по вот этой махинес медикас называется по-испански, да, по ультразвуку, то есть человек, который учился этому специально. А мы все прошли курсы по ультразвуку, и у нас кабинет на этот ультразвук. Что-то мне непонятно руками, хотя опытный врач диагноз уже практически на 80 с лишним процентов поставит руками, посмотрев руками. Я имею в виду гинекологию. То есть городскую медицину, государственную медицину оснастили оборудованием хорошим? Да, потому что я приехала, даже в частных кабинетах не было ультразвуков специалистов, а сейчас, да, у нас практически многие кабинеты у нас имеют ультразвук. Вы даже почти не отличаетесь от частной медицины на сегодняшний день? Или зависит от человека. Вот мне, например, было не все равно, поэтому у меня оснащение очень хорошее. Но и так я вижу по другим, потому что я по пятницам работаю еще в госпитале в Гвапелесе. И я вижу, что там тоже, в принципе, хорошее оснащение. Сейчас идут проекты, это все проекты, которые финансируются Всемирной организацией здравоохранения, в том числе и государственной поддержкой. В общем, проекты для приобретения хорошего оборудования. С того момента, как еще в России работали и приехали в Коста-Рику, как считаете, разница пациентов? Насколько менталитет пациентов вообще разнообразен, как они обращаются к врачу и так далее? Менталитет пациентов? Наверное, все-таки в Коста-Рике более уважительно. У нас как-то все очень грамотные, и всегда так было. То начитается что-то, то насмотрится по интернет-каналам разным, да, и какие-то свои представления есть. А здесь как-то вот, тем более у меня провинция в основном, да, пациенты, они более простые в общении. Хотя тоже вот иностранцы бывают такие тоже с предубеждением некоторым. А так пациент есть пациент, ты уже относишься все равно не как
просто к человеку, а человек-пациент это уже как-то другое немножечко отношение. На сегодняшний день тяжело вообще приехать врачу в Коста-Рику, русскоговорящему, устроиться на работу? Как легализоваться? Да, сейчас гораздо сложнее все это. Начиная с того, что для процесса легализации дипломов нужно здесь официальный легальный статус. То есть это сложно получить. Я знаю, что многие русские сейчас, которые приезжают, проще всего как-то они подаются на статус беженца, а потом его тоже надо подтвердить, этот статус, то есть это заявка на статус, потом, которая должна подтвердиться, дадут этот статус беженца или нет. А просто так вот, чтобы, ну, если только замуж выйти. Статус беженца дает разрешение на работу? Да, сейчас, правда, какое-то время назад его надо было отдельно запрашивать. То есть ты беженец, но отдельно надо разрешение на работу. Сейчас, по-моему, как-то они немножко упростили, потому что что-то как-то чересчур было сложно. А вот что касается легализации дипломов, да, стало сложнее. Сложнее даже, чем, вот, например, было мне. Сложно. Переучиваться надо сейчас? Нет, не то, что переучиваться, а вот моменты, например, первый момент признания диплома. Наш диплом в России давался нам сразу, мы выходили специалистами. Здесь нет. Здесь сначала ты, получается, должен признать общую медицину, пройти все этапы вплоть до коллегии врачей и получить разрешение на работу как общий врач, а потом уже делать то же самое для своей специальности. А вот предпоследний этап перед коллегией врачей подразумевает сдачу экзамена общего. Экзамен устроен таким образом, что его очень сложно сдать. Его можно сдать. Я вот знаю человека, который его сдал, венесуэлец, но он просто вот, я говорю, ну просто вот, потому что это экзамен типа теста, правильный, неправильный ответ, причем это все так сделано, язык-то испанский не наш родной язык, да, представьте, а так именно сделано, такие вот хитренькие закоулки, которые трудно, вот кажется, что этот ответ правильный, да, а может быть это специально так, ну, в общем, трудно сдать экзамен, хотя возможно, но трудно. Знаю человека, который, в общем-то, потом решил просто переучиться заново, получить другую специальность. То есть он здесь поступил учиться? Да. Вообще, по количеству клиник и больниц в Коста-Рике насыщено эти клиники и больницы или не хватает? Есть нехватка все-таки в каких-то районах? Это что касается частной медицины, очень много всяческих везде. Может быть, немножко меньше наша провинция Лимон, исторически это Карибское побережье. Как-то исторически страна не очень благоволила к этому месту, и как-то там, да, частная, вот, может быть, нехватка есть. А государственные структуры есть везде. Медицинский туризм развит здесь? Медицинский туризм, вот как-то, я не знаю, не особо в курсе. Знаю, что всегда изначально костариканцы вот летали на Кубу лечиться. Сейчас я знаю, что очень постоянно Колумбия. В частности, лечение зубов считается там очень качественно и дешевле. И знаю, что в Панаму. В Панаму, потому что здесь дороже? Поэтому? Потому что здесь дороже. И, например, такие моменты, как искусственное оплодотворение, что считается, что в Панаме гораздо опытнее, потому что настолько недавно здесь все появилось. Какие бы вы дали рекомендации врачам, медработникам, которые все-таки хотят приехать в Коста-Рику поработать? Поработать. С чего начать? Хорошенько все взвесить. Потому что, как золотые слова, не надо путать туризм с эмиграцией. И готовиться к сложному пути, что это не будет легко. Готовиться к тому, что здесь никого не ждут. Здесь ты в России, может быть, там, не знаю, врач высшей категории, там, не знаю, сколько там у тебя медалей, и быть доктором наук, а здесь ты никто, и тебе так особо никто не будет рад, особенно местные коллеги. Здесь конкуренция, конечно, вот все эти экзамены, все эти препятствия, я думаю, что, и, может быть, это не только мое мнение, оно направлено на то, чтобы было меньше конкурентов. Поэтому готовиться к сложному пути. Но если человек сильный характер, то все можно преодолеть. Ну, вот. Пример перед вами. Вот такие советы, рекомендации были от Ольги. Остались вопросы, пишите в комментариях.